Однажды Миша пошел за хлебом, а нашел сокровище. Сокровище звали Катя. Она пряталась от дождя под козырьком магазина и уже посинела от холода. В общагу она пойти не могла, потому что к соседке заскочил кавалер на пару часов, а свидание затянулось. Всю эту историю Миша рассказал матери, когда объяснял причины появления Кати в их квартире. Но не бросать же в самом деле замерзающего человека на улице. Вера Павловна только горестно вздохнула и пошла разогревать гороховый суп, которому девчонка обрадовалась, как изысканному кушанью. Сытая, обогретая, она со счастливой улыбкой уснула на диване в гостиной. Вера Павловна почти не удивилась, когда через неделю Катя поселилась в Мишиной комнате. Училась она в училище, куда поступила после 9 класса. Мать у нее умерла, а отец быстро нашел себе новую жену. Кате в их семье места не нашлось, но она была домашней девочкой, поэтому с восторгом и благодарностью принялась помогать Вере Павловне по хозяйству. В ее поведении не было ничего заискивающего. Она кидалась первая мыть посуду и при этом обязательно разбивала чашку или тарелку, зато искренне. С одеждой у Кати был полный швах. Вера Павловна пришла в ужас, когда достала из стиральной машинки ее единственные трусы, больше напоминавшие сито. Вздохнула и пошла покупать десяток новых. Куртку и кроссовки девушка носила вообще круглый год, даже в лютые морозы. К зиме надо будет сапоги купить. «Верочка, ну ты даешь!» – удивлялась подруга Веры Павловны Наташа. «Поселила у себя неизвестно кого, да еще деньги на нее тратишь. А вдруг она через месяц от Мишки уйдет, да еще чего-нибудь с собой прихватит?» «Ну и ладно, зато в новых трусах уйдет», – парировала Вера Павловна. Она, конечно, от выбора Миши была не в восторге, но предпочла оставить свое мнение при себе, памятуя о ночной кукушке и все такое. Он был ее единственным сыном, воспитывала она его одна, с мужем давно развелись. Миша был парнем беспроблемным, в школе учился хорошо, не огорчал, теперь вот институт заканчивал. Вера Павловна не видела повода вмешиваться в его личную жизнь, тем более, что Катя у них прижилась, следила за чистотой в квартире, а готовила так, язык можно проглотить. Недаром в кулинарном училище училась. Через месяц она заявила: «Мы с Мишей нашли подработки, на вашей шее сидеть не будем». «Не будем», – эхом откликнулся Миша, хотя до этого даже мыслей таких не было. Практика ребятам пошла на пользу, у них уже были готовые рабочие места, когда учиться заканчивали. Катя поступила на заочное отделение института, родила Вере Павловне 2 внуков. Бабушка в них души не чаяла, помогала как могла. Вера Павловна взяла сторону Кати, когда у Миши случился адюльтер на работе. Он хотел даже развестись, но мать купила им семейную путевку, уговорила съездить, внука взяла к себе. После совместного отдыха мир в семье был восстановлен. «Вера, а вдруг новая сноха была бы лучше?» – опять возмущалась Наташа. «Ты же мать, всегда должна быть на стороне сына». «А я и так на его стороне. Мише пришлось нелегко, он рос без отца. Не хочу, чтобы внуки повторили его судьбу». Первое, что увидела Вера Павловна, когда пришла в себя после наркоза, было лицо Кати. Она буквально жила в палате, ухаживала за свекровью, кормила по диете домашней едой, выносила утку. Миша тоже помогал, но он ведь мужчина. Соседка по палате читала бульварную газетку и возмущалась. Что за ерунду сочиняют? Мужчина шел по улице и обнаружил портфель с деньгами. Разве так бывает? «В жизни может быть все», — ответила Вера Павловна. «Бывает, вышел человек за хлебом и нашел сокровище». При этом она улыбалась Кате, а Катя улыбалась ей.